Серкан требует признания. Вдруг идея. По видеосвязи звонит тетушка. Эда говорит ей, что пришла в офис, так как нужно закончить проект. Айфер говорит, что аплодирует ей стоя. Энгин рассказывает Серкану, что Эрдем узнал и разнес всем в офисе про фальшивую помолвку с Эдой. А Серкан говорит, что Эда продолжит работу. Также Серкан просит уволить Эрдема. И Энгин не знает, что с ним делать. Ферит снова показывает Альптыкину проект с иностранцем господином Эфе. Он говорит, что тот хочет стать партнером в офисе. Но Альптыкин не хочет, чтобы в холдинге были посторонние. «Вы же отдали мне часть акций», — говорит Ферит. «Но ты не посторонний», — отвечает ему Альптыкин. Ферит начинает понимать, что Серкан заключил договор с Эдой ради Селин. И он начинает злиться на Серкана. К Перил приходит Энгин. Ей не нравится, что у него разговоры только о Серкане. Она уходит в его кабинет и говорит, что ей надо поработать. Поздний вечер. Серкан подходит к Эде. Он говорит ей, что они одни в офисе, но есть одна проблемка. И указывает на Эрдема. Далее они начинают его вертеть на стуле. К счастью, Эрдему это только приснилось. Вдруг в офис Серкана приходит Айфер. Она говорит, что пришла выпить кофе. Серкан просит Айфер называть его просто Серкан. Айфер стала расспрашивать Эду про Италию. Та, переволновавшись, засыпает на плече у Серкана. Айфер говорит Серкану, что если Эда тут по его прихоти, она заберет ее. Серкан понимает, что Айфер злится из-за контракта и говорит, как и в первый раз, что никогда не причинит девушке вреда. Айфер отвечает ему, что он, как и в первый день, похож на человека, держащего слово. У Ферита и Селин последний вечер перед свадьбой. Ферит говорит, что они сегодня ужинают с его мамой. А Серкан после совещания распускает работников пораньше и говорит Перил, что нужно снести дверь в переговорную, чтобы лучше видеть зал. Перил не нравится эта идея. Серкан вызывает Эду и говорит, что не может из-за нее работать. А Эда спрашивает, о чем они говорили с тетей. «Я сказал, что в Италию ты поедешь», — говорит Серкан. Эда говорит, что с задержкой, но все равно уедет. Серкан говорит, что тетушка волнуется и не хочет, чтобы у нее было среднее образование. И он тоже не хочет. В офис зашла Селин и рассказала Серкану об удавшемся проекте с иностранцем господином Эфе. Она говорит, что Ферит постарался и Альптыкин все одобрил. Также Селин сообщает, что скоро уедет в свадебное путешествие и просит Серкана найти после свадьбы нового пиарщика. Серкан просит не принимать поспешных решений. Селин позвонил господин Эфе, но та говорит, что Ферит пока не хочет продавать акции. Эфе все равно намерен отправить предложение Фериту. В офис приходит Джерен.
Встретив Перил, она говорит, что Энгин ее любит. На Меллу обращает внимание молодой человек. И Фифи говорит, что та будет встречаться с ним под ее руководством. Джерен рассказала Перил, что на помолвке Эды Энгин рассказал, что у него уже 10 лет платоническая любовь. И о том, что это она предложила заставить ее ревновать. Перил говорит, что Энгин смотрит и предлагает обняться. От этого Энгин роняет чашку с кофе. А девушки направляются к нему, и Перил зовет его на ужин. Тот говорит, что забронирует столик, а Перил просит его просто прийти. Оставшись наедине, Джерен просит еще раз у Энгина прощения и предлагает помириться, так как он единственный друг-мужчина. Энгин оттаял. Айдан в раздумьях, почему Серкан и Селин до сих пор не сошлись и чего им не хватает. Любви, отвечает ей Сейфи. Айдан позвонила Перил узнать, как там у Серкана дела. И на заднем плане по видеосвязи увидела Эду. Сейфи побежал за успокоительным для хозяйки. А Джерен приносит Серкану хорошие новости насчет дела с украденными люстрами. И оппонент готов выплатить крупную сумму денег. Серкан втайне от Эды просит Джерен проследить, чтобы эта сумма попала в приют. Серкан позвонил Селин и попросил зайти в офис. Далее Селин звонит жених, и та говорит ему, что она еще в офисе. Ферит, видя ее, подыгрывает, а Селин предлагает встретиться у его мамы. Ферит решил за ней проследить. А Серкан рассказывает Эде, что Селин хочет уйти, и они должны поговорить сегодня. Эда собирается домой, и Серкан просит ее приехать к нему вечером.